Друзья, всем привет! Как видите, корпус информера уже почти готов. По нему ролик выйдет буквально через 2-3 дня. Ну а пока я предлагаю вам посмотреть очередное видео из плейлиста «В гостях у Димы». Там мы делали достаточно простую мебельную тумбу на колесиках, чтобы на нее впоследствии установить станок, который использовался как раз для изготовления корпуса информера. Вот, тумба простая, в принципе, делалась на станке с ЧПО. Надеюсь, будет вам интересно. Желаю приятного просмотра. Всем удачи, всем пока. Тумбочка у нас примерно вот так. Планируется практически квадратная. Вот. Так. Так, высотой 60. 600. Для этого я панели покупал в Leroy Merlin. 1200 вот они идут. На 50 уже готовые, чтобы лишнего не резать. Вот. Так, теперь, значит, здесь как мы ее строим. Во-первых, будут опорные низ и вверх. Обязательно. То есть будем винты вот здесь закручивать, шурупы крепить. Второе, значит, в свете этого, раз это опорный, у нас она будет здесь задняя стенка жестко прикручиваться. Вот так вот. И здесь спереди передняя, которая была бы стенкой, мы ее разрежем на ящики. То есть они как раз под текстуру там подряд разрежем. Толщина фрезы 4 мм. Она же задаст зазор для ящиков, чтобы они не клинили между собой. 4, да? Да, должно быть получиться. Ну, примерно, я так думаю, если 60, то по 150, грубо говоря, там минус 4 мм, то есть 146 мм у нас получаются ящики. И здесь колесики у нас. Колесики я померил, у нас получается 130. То есть в сумме 730 миллиметров. И сверху ставится станок. Это же в ДСП все равно клей какой-то присутствует. То есть при обработке, да, греется, и вот этот клей, он вместе с продуктами горит. То есть она вроде даже не дымит, ничего, а вот так вот постепенно накипает, налипает масло вот эти. Я думал, это от перегрева сначала. Нет, нет. Ну, она как, она нагревается сама фреза, но не так, чтобы там дым шел. Нет. Понятно. То есть это, видимо, очень локальные такие какие-то эффекты, может быть, Но там... это работать не мешает, по сути, да? Ну, да, но хотя фрезы уже затупились немножко. То есть раньше он совсем без сколов работает, а сейчас уже со сколами, конечно, идет. Ну, сейчас можем и новую фрезу взять, собственно говоря. Это две уже честно отработали, у меня к ним никаких претензий нет. Сколько они прошли пробег, столько не живут. Да, вот они эти фрезы, 4 мм. Такая выглядит новая. А это как они называются? Двухтамперевые, одноперевые? Это вот один заход. То есть вот он отсюда, видишь, одно перо. То есть плюс этой фрезы формирует грубую стружку. За счет большой канавки эта стружка хорошо выходит. То есть удаление стружки идет. Минус то, что идет асимметричная нагрузка. То есть если двухперьевая фреза, то она симметрично нагружается. У этой же приходится за счет своей жесткости держать всю вот эту нагрузку. И шум больше, соответственно, вибрации больше. Тут, кстати, кукуруза называют. Ну, фактически напильник вращающийся. Интересно. Но она боковой поверхностью работать хорошо умеет, получается. Да, ну это по текстолиту вот в основном работает, там где как раз сама стружка очень мелкая идет, но достаточно плотный материал. Каких только нету у тебя. Так, ну вот, наверное, двухперьевая. Крупная такая. Вот. Во-первых, можно заметить, что достаточно плоский здесь, хотя они есть такие с наклонными гранями, так как ласточкин хвост такой получается. Вот, но вот за счет того, что видишь, центральный сердечник должен быть, то есть давать какую-то прочность, то сама вот эта глубина канавки уже достаточно мелкая. И тут уже гораздо критичнее режим резания получается. А учитывая, что китайцы вообще никаких режимов по своей фрезе не дают, более того, у них раз на раз обучение не приходится, ну то есть от фирмы, конечно, зависит. Есть фирмы и честные китайские, но то, что мы можем себе позволить на Алиэкспрессе покупать, зачастую вот как-то без режимов. И все это подбирается методом приблизительного расчета и дальше научного тыка. Вот, если вот шведские там фрезы, по-моему, есть. Вот. Типа вот
Сэндвик брать. Это не фреза, это здесь сверла сейчас лежат. У них, да, там каждая фрезе идет именно сразу какие подачи вреза пора, да, то есть под какой материал и четко под материал заточено. Вот это все Китай получается, да? Да, Digital, это Китай, Virtual Китай. Вот это свои, кстати, неплохие фрезы. У них тоже зависит от цены. То есть, есть вот я фрезочки брал, вот, по-моему, от них тут остатки остались. Это вообще, по-моему, 12 рублей фреза получилась, то есть какие-то копейки. И даже ими можно резать. Но они вот диаметр более-менее одинаковый, но вот угол первичной заточки вот этот вот, он у всех разный. То есть, ну, если тебе там какой-то пластик ковырять им, то без разницы. Это два прижима здесь, а здесь у нас еще здесь. И здесь будут упоры. То есть мы один раз сейчас выставим размеры, а потом просто будем листы вставлять и автоматически, то есть 0 у нас будет выставлены. То есть мы на это время тратить уже не будем. Сверху на камеры не видно, такой тоннель ровный. Подсветить чем? Да, ну видно. Ящики съемные, то есть они всегда вытаскиваются, притом достаточно удобно. Вот раз по ролику упало, и ящик все закатывается. Вот. Второе, то, что здесь вот есть скос вниз, за счет этого эффект доводчика. То есть он по собственным весам за счет этой горки немножко догоняется и не норовит выехать вперед. Хотя выходит очень легко, то есть, конечно, все равно не конкурент той же киевской фурнитуре, но при этом очень удобно. Ну и плюс стенки, они надежные, то есть металлические. Здесь регулировки, да, делаются перекосов, то есть вверх-вниз и, насколько я понял, там немножко проваливало. Ну прикольно. Но это мы дальше с тобой посмотрим, когда будем собирать, какие нас сюрпризы ждут. Хорошая фурнитура. Вот. У меня аналогичная фурнитура, по-моему, этой же фирмы, стоит на стенке уже 6 лет. За 6 лет полет нормальный. Ни ролики вот эти вот пластмассовые не полетели, то есть что удивительно, потому что, в общем, ролики-то особого доверия такого не вызывают, да, то есть никаких мощных шариков подшипников не видать, ничего. Ну да. При этом работают и работают неплохо. Двумя пальцами контролирую, чтобы она не ушла в сторону. не ушла, потому что она любит уходить, скажаться. То есть в целом вот сейчас проклеили. Отрезаем хвост, чтобы не мешался. А потом я обычно уже на прогретую, да, то есть там уже ДСП немножко снизу прогрелось. То есть уже прогладить, чтобы уж точно клей зашел.
кривовато все равно получилось-то. С одной стороны. А, нет, с обоих одинаково. Да. В общем, для нас с тобой ЧПУ не показатель, все равно криво. И кондуктор, видимо, у меня уже разболтался после сборки стенки. Легко катается, да? Вопрос, главное, чтобы она не каталась, когда не надо будет. За циркуляркой не набегаешься.